Путин высказался о том, как может завершиться война, Лукашенко раскрывает детали тайных переговоров с Западом, а еще 3 страны могут отправить свои армии воевать против ВСУ. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Угрозы для супруга Скобеевой. В Госдуме накал страстей. Против Попова представители Кавказа. Яйца и масло от Эрдогана. Россию пытается спасти Турция. Как сливочное масло стало проблемой номер 1. Лукашенко вновь говорит о контактах с Западом, а Путин созванивается с президентом одной из европейских стран и делится военными планами. Что происходит и почему вновь обсуждаются территориальные уступки? Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Западная военная промышленность не в состоянии производить даже близкое к необходимому количество артиллерийских снарядов для Украины. Об этом пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на слова аналитика Анатолия Ливена. В публикации, посвященной тому, каким будет мир после выборов в США и о глобальной борьбе демократии против автократии, несколько раз упоминается война России против Украины. Авторы материала пишут о том, что уже в следующем году суровая реальность этого конфликта может привести к сценарию, при котором РФ будет иметь преимущество. Западная поддержка ослабевает, а США при этом не могут обеспечить достаточным количеством ПВО ни Израиль, ни Украину. Перспектива того, что Украина пойдет на компромисс с Россией, уступив территории в обмен на определенные западные гарантии безопасности, становится все более реальной. Это приведет к неудовлетворительному миру, который на годы взбудоражит европейскую политику. Кажется, Трамп благосклонен к такому исходу. Его советники открыто говорят о необходимости сосредоточить стратегические ресурсы США на противостоянии с Китаем. Вашингтон-Пост также уточняет, что противостояние США и Китая для республиканцев – это не борьба демократии и автократии, а традиционное соперничество великих держав, далее цитата, что соответствует более широкой политике Трампа в духе «и вашим, и нашим». Отмечу, что в последнее время западная пресса очень часто пишет о вариантах завершения войны, когда Украине придется пойти на территориальные уступки. Украинская позиция в этом вопросе ясна. В офисе президента Украины неоднократно говорили, что не готовы к так называемым территориальным компромиссам, даже в обмен на вступление в НАТО. Телефонный разговор состоялся. Президент Сербии признался, что в октябре созвонился с Путиным впервые за последние 2,5 года. Детали разговора Александр Вучич рассказал в интервью Bloomberg. Говорит, что предупредил Путина, что не сможет принять его приглашение на саммит БРИКС, а еще решил поговорить о завершении войны. Но Путин, судя по всему, не хочет ее заканчивать. Вучич рассказал, что ему ответили в Кремле на предложение о прекращении огня. Все цели специальной военной операции, как он выразился, будут выполнены. Вучич, который не поддерживает санкции против России и продолжает балансировать между Западом и поддержкой отношений с Кремлем, уверен, что следующему президенту США необходимо добиться перемирия в Украине, которое необходимо не только Киеву и Москве, но это перемирие соответствует и высшим интересам Запада, цитирует Вучича Bloomberg. Сербский президент считает, что и Путину, и Зеленскому будет трудно принять предложение США, но это якобы единственный путь к завершению конфликта. Лукашенко продолжает рассказывать о том, что ведет закулисные переговоры с Западом и знает, чего хочет западный мир. Самопровозглашенный делает намек на том, что ему даже приоткрывают тайны, которые указывают на то, как и чем закончится война. Последние мои контакты, я об этом говорил пару раз, с представителями, умными представителями цивилизованного Запада, говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад, наконец, исходя из того, что я знаю, понял, что надо договариваться в Украине. Грубо говоря, я так по-спортивному говорю, возможно быть ничье, если сегодня. Кроме того, на Минской конференции Лукашенко жаловался на санкции Запада, задав вопрос, при чем здесь диктатура и лично он.
Напомню, что действия Лукашенко много лет загоняли страну в санкционный список. Речь идет как и о фальсификациях на выборах президента, и о событиях во время протестов 2020 года. Кроме того, уже в 2022 году Лукашенко предоставил территорию республики для войск оккупационной армии РФ, которые в дальнейшем вторглись в Украину с территории Беларуси. Еще 3 страны могут направить своих солдат для участия в войне на стороне российской оккупационной армии. Об этом заявил бывший чиновник Госдепартамента США Дэвид Тафури. Он считает, что воевать против Украины потенциально смогут военные Ирана, Сирии и даже Китая. В таком бы случае эти страны удовлетворили потребности России в людях. Тем временем в Минобороны Южной Кореи заявляют, что КНДР меняет своих солдат на передовые военные, в частности ядерные технологии России, и именно поэтому готова отправлять своих солдат на фронт. В Сеуле заявили, что это выгодная сделка для Пхеньяна, так как, отправив северокорейцев умирать на передовую, Ким Чен Ын получит все необходимое для усовершенствования межконтинентальных баллистических ракет, ядерных подводных лодок и разведывательных спутников. В то же время в РФ продолжают отрицать присутствие северокорейских войск на своей территории. В Совбезе ООН постпред России Небензя заявил, что все заявления разведок не обоснованы. В то же время представитель Украины рассказал о схеме, по которой Москва пытается скрыть присутствие КНДРовцев на войне. Предполагается, что военнослужащие КНДР будут носить российскую форму и использовать российское стрелковое оружие. Им также будут выданы российские удостоверения личности. Чтобы скрыть свое присутствие, военнослужащие Северной Кореи, как ожидается, будут интегрированы в российские подразделения, укомплектованные представителями этнических меньшинств из азиатской части России. Жители Европейского Союза должны подготовиться и обеспечить себя и свои семьи всем необходимым для того, чтобы прожить 72 часа в кризисной ситуации. Это рекомендация, которая содержится в докладе об усилении гражданского и военного обеспечения Еврокомиссии, пишет Deutsche Welle. В частности, в ЕС уточняют, что граждане Союза должны иметь запасы на случай таких ситуаций, как кибератаки или же диверсии. Немецкая пресса пишет, что авторы доклада рекомендуют разработать инструкции для граждан по обеспечению себя предметами первой необходимости, а также на случай химических, биологических или ядерных инцидентов. Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что один единственный клик способен вывести из строя электросети и погрузить во тьму целые города. Напомню, что разведки западных стран готовятся к войне РФ против НАТО, но считают, что в первую очередь это не будет открытое военное столкновение. Россия будет атаковать страны Европы в киберпространстве и с помощью диверсий. Разборки в Госдуме РФ. Супруг Скобеевой, пропагандист и по совместительству депутат Попов, утверждает, что ему угрожает другой народный избранник от Дагестана Бейсултан Хамзаев. Накал страстей возник из-за слов, сказанных Поповым в эфире его же ток-шоу. Он решил поддержать публициста Виталия Третьякова, который в свою очередь осуждал Хамзаева за его поведение в отношении чиновников из Владимирской области, которые запретили ношение никабов и хиджабов в школах. Попов теперь уверяет, что Хамзаев ему позвонил и угрожал. Деталей, к сожалению, не раскрывает. Я не знаю, если со мной так говорил человек, депутат он, не депутат, я бы в самом мягком случае просто вышел бы из зала. Из своего? Да послали бы куда подальше. Некоторые избранники народа считают, что им можно больше остальных. Они ошибаются. Им очень часто начальство объясняет, что они ошибаются, в том числе и в Государственной Думе. Второе. Есть среди избранников народа, я не побоюсь этого слова, хайпажоры. Вот перечисленный вами гражданин таким является, к сожалению, и работает на клики. Работает только на то, чтобы его сообщения, упоминания посмотрели в социальных сетях. Напомню, что буквально на прошлой неделе Владимирская область первой в РФ запретила носить никабы и хиджабы в школах. После этого депутаты Госдумы от Чечни и Дагестана попытались оказать давление на органы власти этой области, заявив о дискриминации. У Кадырова даже пообещали, далее цитата, доходчиво объяснить религиозные традиции и почему их нельзя запрещать. Что думаете об этой разборке в РФ и как далеко все может зайти? Напишите об этом в комментариях.
Россию спасает Турция. Десятки тонн сливочного масла, которые уже направила Анкара в РФ, должны стабилизировать ситуацию на рынке. О первых поставках сообщает Россельхознадзор. В сети уже появилось невероятное количество мемов на эту тему. Один из главных – вслед за яйцами от Эрдогана пришло и масло Эрдогана. Россияне вспоминают, что именно Турция спасала РФ в январе этого года яйцами, теперь же другим продуктом – сливочным. Минсельхоз России заявил, что принимает меры по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран с целью насыщения внутреннего рынка и стабилизации цен. Телеграм-канал Мэш сообщает, что Иран, Индия, Кыргызстан и Азербайджан также скоро присоединятся к поставкам масла. Напомню, что в последнее время в России участились случаи краж сливочного масла из магазинов из-за сильного роста цен. Недавно мужчина, угрожая ножом, вынес из магазина 25 пачек масла. После этого магазины стали прятать масло в специальные контейнеры с чипами, чтобы ворам было сложнее украсть продукт. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. А оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.